Все грядущие дни. Часть третья. Гражданская война, как ожидалось, отступ нечиства марсиан могло бы произойти двумя способами. Или путем долговременных экономических достижений, или намного более коротким, но болезненным путем вооруженного конфликта. На протяжении почти 200 лет первый метод, казалось, был эффективным. Но этот постепенный процесс был в конечном счете прерван самым разрушительным образом. Практически с самого момента своего установления марсианская культура была наполнена явственно звучащей темой восстания против Земли. Песни, фильмы и ежедневные публикации повторяли эти понятия вновь и вновь, пока они не были усвоены. Земля была старым, замшелым домом, который сдерживал человечество, тогда как Марс был новым, динамичным, активным и изобретательным. Марс был будущим. Эта идеология в конечном счете достигла своей параноидальной революционной кульминации. Примерно через 1000 лет с наших дней марсианские нации запретили всю несущественную земную торговлю и путешествия. Для Земли это было смертным приговором. Без ресурсов и промышленности Марса земное процветание быстро стало бы жалким подобием своей прежней славы. Поскольку торговля важными товарами продолжалась, никто не должен был голодать. Но для каждого гражданина Земли марсианский бойкот означал потерю до 3/4 его ежегодного дохода. У Земли не было иного выбора, кроме как востребовать назад свои прежние привилегии, а если необходимо, то и взять их силой. Столетия спустя после своего политического объединения Терра готовилась к войне. Большинство мыслителей и фантастов прошлых времен воображало межпланетную войну как великолепный, быстро развертывающийся спектакль с участием массивных космических кораблей, сильных одиночек и героев, успевающих все сделать в последнюю минуту. Но никакая фантазия даже близко не стояла к правде. Война между планетами была медленной, изматывающей серией точно рассчитанных ударов, которые вызывали разрушение библейских масштабов. Большую часть времени воюющие стороны даже не видели друг друга. Мало того, большую часть времени воюющих сторон вообще не было. Война стала дуэлью между сложными автономными машинами, запрограммированными на то, чтобы наносить максимальный ущерб противнику, пытаясь закрепиться на позиции хотя бы немного дольше. Такой конфликт причинил ужасающее разрушение обеим странам. Фобос, одна из лун Марса, была взорван и обрушился вниз, словно метеоритный дождь. Земля получила ответный удар, который убил 1/3 часть ее населения. Едва избегнув вымирания, народы Земли и Марса заключили мир и вновь образовали объединенную Солнечную систему. Это стоило им более 8 миллиардов жизней. Звездный народ, выжившие, пришли к соглашению о необходимости коренных преобразований, которые гарантировали бы, что такая война никогда не произойдет вновь. Проводимые реформы были настолько всеохватными, что повлекли за собой не только политические и экономические, но также и биологические изменения. Одним из самых больших различий между людьми обеих планет оказалось то, что по прошествии некоторого времени они почти стали различными видами. Считалось, что Солнечная система никогда не сможет полностью объединиться, пока это расхождение не будет преодолено. Решением проблемы был бы новый подвид человека, одинаково и лучше приспособленный не только к жизни на Земле и Марсе, но также и к условиям светометания, терраформированных позднее. Кроме того, эти существа виделись с превосходящим размером мозга
и более развитыми способностями, что превращало их в нечто большее, чем просто сумма их предшественников. В обычных условиях было бы трудно убедить некоторую часть населения сделать выбор между принудительной стерилизацией и воспитанием вновь созданной расы более высокоразвитых существ. Однако воспоминания о войне были все еще болезненно ясными, и вслед за такой резней оказалось проще осуществить эти радикальные процедуры. Любое сопротивление рождению нового вида не выходило за рамки скудных жалоб и простых забастовок. На протяжении всего лишь нескольких поколений вновь возникшая раса начала доказывать свою состоятельность. Организованные как единое государство при помощи военных технологических разработок, они быстро терраформировали и колонизировали Венеру, астероиды и луны Юпитера и Сатурна. Вскоре, однако, даже область, где главенствовало Солнце, стала слишком мала. Новые люди, унаследовавшие ее, хотели идти дальше. Новые миры под далекими звездами. Они должны были стать звездным народом.